Этот фильм «Красотка на взводе» я начал смотреть, не ознакомливаясь с синопсисом и не глядя трейлер, где обычно вываливают весь сюжет и показывают самые сочные моменты, лишает всякого смысла к дальнейшему просмотру. Да, и это у меня привычка такая, обычно следую либо рекомендации проверенного человека, которого вкусы со мной плюс-минус совпадают, либо, если же это новинка, плюс глядя на постер, актерский состав и иногда на жанр. Тут я на него не взглянул, что стало небольшой ошибкой. Я мог бросить просмотр, потому что где-то на второй минуте, увидев эту сцену, мне сразу же захотелось перестать смотреть это кино. Подумал, что это очередной высер в стиле порохового коктейля, который полнейшая шляпа. Его не надо ни в коем случае смотреть, даже за деньги, если вам их заплатят. Но я подумал, что 2 минуты экранного времени слишком мало, чтобы бросить просмотр. Ну это прям будет какой-то рекорд для меня лично. Обычно я так делаю на 10 или 20 минуте максимум, если проходит полчаса. И я решил дать шанс, тем более тут в ролях Кейт Бекинсейл и Стэнли Тучи и еще пару узнаваемых лиц. Я продолжил смотреть, и если кто-то не понял, то этот фильм комедия. Это даже указано в жанре самого фильма. Если этого кому-то мало, то при просмотре начинаешь понимать, что это просто веселый, задорный, комедийный трэш-боевик. И через такую призму и нужно воспринимать его. Начиная от копов, которые выглядят просто несерьезно. Один смазливый будто из барбершопа вышел и вечно подкатывающий к главной героине. И его напарница такая же модельной внешности, с губищами и длинными ногтями из салона красоты. Я не намекаю на то, что правоохранители должны выглядеть ужасно, там неопрятно, но в этих персонажах полицейских нет какой-то строгости и серьезности, просто они какая-то курьезная парочка. И продолжая всякими вставками мыслей и желаний главной героини, как именно она хотела бы расправиться с раздражающими ее людьми. Красотка на взводе, которая в оригинале называется Джолт, что можно перевести как встряска, начинается с краткого ввода рассказа о проблеме главной героини. Та впадает в неконтролируемую ярость, и чтобы гасить эти вспышки гнева, на нее надели специальное приспособление жилет из присосок с электродами и дали пульт, чтобы в моменты пика злости нажимать на кнопку и попускать саму себя. Детство и взросление показано моментально, и вот она уже взрослая, идет в ресторан, на свидание, вслепую, где знакомится с парнем моложе себя. Ой, извините, это не тот фильм. Хотя вообще фильм пронизан какими-то намеками на секс, типа надпись на футболке главной героини, глубокая глотка, значок на двери, превращающийся в 69, намекающий на позу, и он увеличился в 10 раз. Ты на него через лупу смотрела? И вообще весь фильм, можно сказать, это метафора на то, что агрессивную, злую, раздраженную женщину может усмирить классный и долгий секс, а не только специальные подтяжки, бьющие током. Это фаллический символ. Дорогой мой, вам пиздец. Ну или большой, толстый и венозный кошелек, конечно же. И в этом нет ничего плохого. Оказавшись уже внутри ресторана, главная героиня призналась, что свидание отменяется, и она просто пришла воочию сказать этому мужчине, который сидел и ждал ее 2 часа. На что он сказал, это не самое худшее свидание в его жизни, и вспоминает одно из таких. Мне правда жаль. Герпес. Да, герпес, хламидиоз и бородавки. Ладно. Этому мужчине удается очаровать главную героиню, после позвать на второе свидание и в конце заняться с ней страстным сексом. Показано все плюс-минус неплохо. В принципе, в этом и выражается рейтинг фильма 18+. Там секс, матерная брань, насилие, убийство и много крови. Дальше кое-что случается, и главная героиня вне себя от бешенства начинает гоняться по городу, зачем можно весело понаблюдать, подняв себе настроение. Фильм «Красотка на взводе» — это трэш и угар по типу такого фильма, как «Адреналин». Который именно в такой плоскости и нужно воспринимать. Например, если сравнивать с ранее упомянутым пороховым коктейлем, тут нет напускной серьезности на все происходящее, тут нет жестокого разделения, на что именно женщины валят мужчин. Да, главная героиня женщина, но ее бесят все одинаково, и женщины, и мужчины, и даже младенцы. И когда персонаж Кейт Бекинсейл в начале
Было показано, что она проходила специальную подготовку, в отличие от персонажа в «Пороховом коктейле», когда девочка-подросток просто выросла и тупо начинает раскидывать 3 мужиков. Видимо, у нее прирожденный дар кунг-фу. И даже отбросив тот факт, что на красотку на взводе нужно смотреть под определенным углом, даже оценивая его просто как фильм, он не заслуживает той низкой оценки, которую ему натыкали, и достоин просмотра, если вам он приглянулся по моему краткому описанию. А на этом все. До скорой встречи. Пока.